Здравствуйте, дорогие друзья! Всем добрый день! Сегодня у нас будет с Юлей очередной разговор. О чем мы будем с тобой говорить, Юля? Поговорим про встречи с друзьями. Мы будем говорить о том, где мы встречаемся обычно с друзьями, как выглядит такая тусовка, когда русские люди собираются. Или люди в России собираются. Знаешь, что я вспомнил? Мы как-то встречались с одним парнем из Австралии, его звали Майкл, и мы с ним общались. И ему было удивительно, он жил здесь, в России, некоторое время, и для него было удивительно, что его зовут в гости. То есть он только познакомился с каким-то человеком, и ему говорят: «О, приходи к нам в гости». И он такой, типа, как в гости? То есть он говорил, что у них в Австралии принято встречаться где-то там в баре, в кафе, в ресторане. И если тебя зовут в гости, то это значит, что ты очень близкий друг этого человека. Ну, ничего себе. Да, так что мне кажется, у нас здесь немножко по-другому. Но давай вспомним, как ты, когда ты встречаешься сейчас с друзьями или в твои студенческие годы, где ты встречалась с друзьями? Но обычно мы все-таки встречались всегда где-то, то есть не у кого-то дома, а либо на улице, в парке ходили гулять, либо в кафе, в баре. Иногда, да, мы ездили в гости к друг другу, но, как правило, проезжали там и до сих пор так, если оставаться с ночевкой. Потому что все живут в разных концах, и ехать куда-то ночью уже не хочется, поэтому ты просто оставляешь себе всю ночь. Да, Москва огромная. Да, либо встречаешься в центре, где-нибудь в баре или в кофейне. Это вот мой опыт, и мы до сих пор так делаем. А у тебя как? У меня немножко другой опыт, потому что я помню, что такие встречи с друзьями начались в школе еще. Мы часто в школе собирались, когда у кого-то родителей нет на хате. Ну в школе, да. В школе было такое. Да. У меня родители уехали на дачу, давайте, ребята, приезжайте. И вот ровно половина класса, другая половина класса, конечно, дискриминировалась, да, или как это правильно сказать? Ну да. Подвергалась дискриминации, а вот половина класса ехала, а иногда, на самом деле, почти весь класс, конечно, все ехали к этому человеку в квартиру, родителей нет, конечно, покупается лимонад и ничего кроме лимонада, и, соответственно, все пили лимонад весь день, весь вечер и часть ночи. А потом родители внезапно раньше возвращались с дачи. Да, иногда, на моей памяти такого не было. На моей было. Один раз было, когда мы пили полночи лимонад, и утром нас разбудила девочка, хозяйка этой квартиры, и она сказала: «Ребята, мои родители через час будут, срочно собирайтесь!» И мы все начали собирать бутылки из-под лимонада, значит, выбрасывать их, выкидывать, где-то дезодорант пшикать, потому что, лимонад пахнет, да, родители не любят, когда запах дети лимонада. пьют лимонад, да. И, в общем, все бутылки, все быстро убирать. Я помню, что в этот момент я сломал вазу у этой девочки, и потом мне было не очень приятно. А у тебя что за история? В школе у меня нет таких веселых историй с лимонадом. Серьезно? В школе нет. Начиная с колледжа. Ладно. Вот, но в школе мы действительно часто собирались у кого-то дома, потому что мы все жили в одном районе, плюс-минус все. И, естественно, ни у кого не было денег, чтобы куда-то идти. Я помню, что один раз мы с подругами наскребли по копилкам монеты, чтобы пойти в Макдональдс. Но им нельзя было в Макдональдс, потому что у них там был гастрит, еще что-то, им нельзя было есть такую еду. А мне нельзя было в Макдональдс, потому что мне нельзя было уходить из дома. И мы так тихонечко, чтобы нас никто не заметил, пошли в Макдональдс. То есть у тебя, значит, самая криминальная история — это поход в Макдональдс. Это был 5 класс. Ладно, 5 класс, окей. Нет, у нас все это происходило, конечно, уже в 10-11 классе. Это я уже в колледже училась, да. Колледж. Все тоже происходило. Да, логично. Да, чтобы все понимали,
ты учишься 9 классов, и потом ты либо идешь в 10-11 класс, и потом идешь в университет, либо ты после 9 класса идешь в колледж, Да. там не высшее образование. Среднее Да, профессиональное. среднее профессиональное образование. И потом можешь уже пойти в университет. Да. Как было в случае Юли. Да. Ну так вот, даже после школы, уже в университете и, наверное, отчасти и после университета, я помню, что я жил тогда один в квартире, и у меня постоянно собирались разные тусовки. Постоянно ко мне приходили люди, и мы вот всю ночь сидели, играли там на каких-то барабанах, на гитарах, какие-то были, не знаю, там индийские мелодии, благовония. И мы сидели всю ночь, и потом на утро расходились. И мне сложно вспомнить, когда я встречался с друзьями где-то в кафе. Может быть, это было с какими-то вот далекими друзьями, с которыми мы очень редко виделись, такие друзья детства. И вот пару раз мы собирались где-то там в шоколаднице или в кофе-хаус, что-то такое. А мы всегда собирались в кафе, ну, часто. И у нас была кофейня возле университета, и это такое было очень родное место, потому что мы постоянно там встречались с друзьями. И, ну, это было уже как традиция, что мы едем в эту кофейню. Ну, и потом тоже появлялись какие-то места, там, какие-то бары, которые ассоциируются с тем, что мы здесь всегда с кем-то встречаемся, кафе. Но вот такой опыт, когда все собираются в одном доме, и там от 10 до 40 человек, у меня был в США, когда я ездила по Work and Travel, по студенческой программе. Там все тусили дома, потому что в США в бары можно с 21 года, и мне, по-моему, как раз исполнился 21, но многим из тех, кто приехал, не было 21 года. И поэтому все собирались у кого-то дома, тебя просто звал на тусовку какой-то человек, которого ты видишь второй раз в жизни, он звал тебя к человеку, которого ты никогда не видел. То есть вот это как из какого-нибудь фильма «Американский пирог», да? Да, это вот именно так, да, и ты приходишь, и там 30 человек, которых ты не знаешь, а кто тебя сюда позвал, а вот этот, а кто это? Вот, да, это было классное лето. Вот, на самом деле, американская душа и русская душа, говорят, такие мы разные, вот, то же самое. Хорошо, вопрос такой у меня есть к тебе. Лимонад пили? В Америке? Да. Разумеется. Ладно, хорошо. Хорошо, то есть это все понятно. Как ты думаешь сейчас, вот в современное время, какие тенденции больше идут? Вот встречаться где-то... Так ли популярно сейчас встречаться у кого-то дома? Мне кажется, это все очень зависит от того, где именно ты живешь, то есть можно ли в твою квартиру позвать гостей, может быть, ты там живешь с кем-то или снимаешь комнату с кем-то, или как у меня дома в Москве, у тебя очень тонкие стены, и нельзя смеяться после 10 вечера. Да, соседи начинают: «Эй, вы там! Заткнитесь!» Именно просто, действительно просто смеяться, да, там без музыки, без всего. Конечно, ты предпочтешь встречаться где-то. Вот. И еще момент, да, в больших городах, мне кажется, вот фишка расстояний в том, что ты не поедешь с юга Москвы на север Москвы ради встречи с человеком там, ну, на 2 часа, да, ты либо едешь уже туда надолго, либо вам действительно проще пересечься в центре, выпить кофе, пообщаться. И разъехаться. И разъехаться, да. Как насчет такого элемента культуры, как дача? Часто ли ты ездила с друзьями к кому-нибудь на дачу? Никогда. Да ладно? Никогда. Серьезно? Я очень негативно отношусь к даче как к явлению. Да ну ты чё, прикалываешься? Я не ездила на дачу никогда. Да ты чё? У нас выпускной прошел на даче. Мы закончили 11 класс, закончили школу, и один друг позвал нас к себе на дачу. Конечно, там не было родителей. И был лимонад. И было много лимонада. И, ну, это было круто. Ну, в смысле, мы там тусили, отдыхали, музыка, все вообще, ну, было очень круто. И так, ну, не знаю, наверное, ну, с некоторой периодичностью мы встречались у кого-то на даче. Баня. Как это вообще? Никогда. Баня, маленькая баня, ты туда заходишь, там веник, лимонад, баня, баня, лимонад. Вот, ладно. Держи себя в руках. Не, ну баня это правда, это потрясающе. Мне кажется, вот как раз
дача — это очень круто, потому что в городе тебя ограничивают соседи, как минимум, и полиция, которая может приехать, а иногда еще пожарная. У меня была такая история. Совсем в крайних случаях, сейчас расскажешь. Вот. Но на даче вы одни, целый дом ваш. Если это большой дом, значит, это много друзей, и можно гулять, можно не только сидеть и пить лимонад, но можно еще гулять, ходить в баню. Вообще круто. Я ездила только когда была мелкая, и меня родители брали с собой на дачу к их друзьям. Но как-то вот с моими друзьями ни у кого особо нет дач, никто не любит дачи. Ну, видимо, специфика Москвы. Хорошо, окей. Давай под конец расскажи, пожалуйста, историю про пожарную. Это очень странная история. Вообще-то лимонада там не было. Мы отмечали, по-моему, 16-летие нашей подруги. Мы отмечали у нее в квартире. Так. Там был ее отец и ее бабушка. То есть все было очень благопристойно, пока отец не решил пожарить шашлыки на балконе. Соседи вызвали пожарных. Пожарные пришли. В общем-то, наверное, оштрафовали за ложный вызов. В общем, это было... Шашлыки. Я понял, мораль сей басни такова. Не жарь шашлыки на балконе. А езжай на дачу. Да, поезжай на дачу и жарь там шашлыки, пей свою минеральную воду и лимонад, да, и делай, что хочешь. Ну вот. На самом деле, уже так, в самом конце хочу сказать, что далеко не каждая наша вечеринка происходила с лимонадом. Я помню, что когда вот я жил один, когда ко мне часто приходили друзья, у нас была такая даже фишка, не фишка, но особенность. То есть мы устраивали именно такие тусовки без лимонада принципиально. И это было интересно, потому что, ты как-то вот, по-другому начинаешь осознавать, а что еще можно делать. И это тогда на самом деле помогло, возможно, мне в будущем не стать лимонадозависимым. Лимонадником, да? Да, лимонадником. Я вот не припомню вечеринок, где принципиально не было лимонада. У меня день рождения даже такой был. Был, это мы вместе отмечали. И еще до этого. Еще до этого? Видишь, какой ты молодец. Я вот не припомню, да. Я помню, что мы как-то пили лимонад с колой все лето в Америке. И я даже забыла, какова на вкус кола без лимонада. Ой, друзья, ладно, на этом мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Напишите, в вашей стране каково положение? Вы встречаетесь у кого-то в гостях или вы больше по кафешкам, по ресторанам ходите и так далее? Да, расскажите, очень интересно. Очень интересно. И напишите, из какой вы страны. Все, до встречи. Пока-пока. Пока-пока. Жалко только, что лимонад не попили. Да, и нету лимонада. Да. Что, даже в холодильнике нет? Так может без лимонадники. А в баре у нас нет лимонада? А где у нас бар? В Питере, да? Точно, у нас нет бара. Блин. Ну ладно, лимонад так лимонад, что делать? Пошли чай пить. Чай, точно, чай.